Сегодня у нас 14 октября, и пришло время собрать еще один сорт яблок в моем саду, Ренет Семеренко. На это время яблоки вот так созрели, уже, я бы сказал, даже не зеленые, а пожелтели, и вот такие розовые бочки на них. Сейчас я еще хочу сорвать два самых больших яблочки и взвесить, посмотреть, какой же вес будет у этих яблок. Потому что вот это яблоко очень огромное. Я думаю, что грамм 300 оно должно быть. Ну и сейчас мы это проверим. Вот такая короткая плодоножка у него. Практически даже ее, можно сказать, нет. Так, как же его? Вот так, наверное, я положу, попробую. И что у нас показывает? 257 грамм. Ну, чуть-чуть не дотянуло. Вот такое яблоко. Для Ренет Семеренко это очень приличный размер. Но сейчас еще одно попробую. Так, ну а вот это уже будет второе. И смотрите, как оно на солнце загорело. Здесь чуть-чуть поменьше. И 237 грамм. Ну, довольно-таки приличный вес для этого сорта. Так, ну что можно еще сказать? Что очень этот сорт повреждается от разных болезней. И я его плохо обрабатывал. И, как видите, на нем есть парша. Где обработка лучше зацепила, парши нет. Вот, например, чистое яблоко. А где при обработке жидкость попала хуже, то все-таки остались вот эти пятнышки. Так что в следующем году надо будет обрабатывать немножко лучше. А в этом году уже что имеем, то имеем. Хорошо было понаблюдать за этой яблоней, как она развивается. Яблоки, как я говорю, очень огромные. Но, к сожалению, этот год не самый удачный. И для этой яблони он еще хуже. Но все равно вкус этих яблок, когда они поспеют, мне очень нравится. Хотя множеству садоводов они не по вкусу. Поскольку они имеют немножко больше кислоты, то некоторые садоводы, любители, дачники этот сорт недолюбливают, так скажем. А я все-таки посадил еще одно деревцо у родителей. Где-то через несколько дней я поеду закупать новые саженцы, садить там, где у меня абрикосы пропали. То еще одну Семеренко я, наверное, все-таки себе посажу. В общем, подумаю. Ну вот, например, чистое яблоко. Сюда хорошо попала обработка. И практически нет никаких изъянов. Сейчас я с утра собираю эти яблоки. И немножко на них есть роса. Ну и вот одно такое яблочко. Такое же, как были в прошлом году. Маленькое, такое неликвидное. Вот как получается. В нижней части нет парши. А в верхней части, где обработка попала, почему-то есть парша. Но, как я уже говорил, этот год у нас не самый удачный. Поэтому имеем, что имеем. Хотя на этой яблоне урожай довольно-таки неплохой по количеству и по качеству. Очень много яблоня заложила цветочной почки. В тех местах, где яблоко срываю, в некоторых местах цветочная почка есть, а в некоторых нет. Результат на этой яблоне довольно-таки неплохой. Вот такой, почти, ну так скажем, больше пол-ведра. Яблоня эта вся собрана и пускай отдыхает. Приросты на этой яблоне довольно-таки мощные, где-то сантиметров по 80 есть. Поэтому все-таки весной надо будет немножечко, совсем чуть-чуть ее проредить, подрезать. Ах, вот еще одно спряталось. Вот еще одно спряталось. Эта яблоня имеет одну из самых красивых и
широко раскрытых крон. На следующий год надеюсь, что на ней будет урожай как минимум в 2 раза побольше. Ну а на сегодня у меня все. До следующих видео. Пока-пока.